Всем привет! Меня зовут Аня Великородная, вы находитесь на канале Global Medic TV. Здесь мы рассказываем про пластические операции в Турции. Сегодня будет тема, в которой мало кто разбирается. Даже те, кто очень активно следят за пластическими операциями, не всегда понимают, о чем идет речь, поэтому я очень хочу вам об этом рассказать. Это подтяжки лица. Какие виды подтяжки лица бывают? Какие методы подтяжки лица бывают? Какие виды подтяжек лица показаны каким пациентам и в чем преимущество одного либо другого, и что вообще мы делаем здесь в Турции, какие новинки мы можем вам предложить. Обо всем об этом поговорим сегодня. А вы подписывайтесь на наш канал для того, чтобы видеть больше видео про пластические операции. В пластической хирургии уже много-много лет, и, конечно же, методы и виды подтяжки лица чуть-чуть меняются со временем. К нам часто обращаются пациенты с запросом «сделайте мне полную подтяжку лица». Но я спешу их расстроить и объяснить, что полную подтяжку лица вот в таком классическом представлении мы практически никогда не делаем, потому что нам важно бороться с возрастными изменениями в конкретных зонах, потому что полная подтяжка лица в классическом понимании, вот какая она была раньше, это вот, знаете, полностью по кругу подтянуть лицо, что не всегда нужно, у всех разные проблемы, у всех разное качество кожи, у всех разные мышечные корсеты, вот поэтому мы всегда делим подтяжки лица по видам, по областям и работаем с каждой из областей отдельно. Наиболее популярная и наиболее распространенная – это подтяжка нижней и средней трети лица. Вот если лицо разделить буквально на три части, лобная височная часть, потом срединная часть лица по уху и нижняя часть лица, так вот здесь мы работаем с нижней и средней частью лица. Раньше очень многие доктора делали просто подтяжку кожи в этой области, но сейчас этот метод не очень эффективен, потому что по факту он возвращает вас на несколько лет назад, кожа опять растягивается, и вы возвращаетесь к своим проблемам. Поэтому здесь мы делаем первое – смаз подтяжки лица. То есть мы подтягиваем вам полностью мышечный корсет, мышечный слой для того, чтобы вернуть его в то положение, в котором он был раньше. И, конечно же, обрезается лишняя кожа, потому что на этом этапе ее много. Но самое важное здесь состоит именно в смаз слоя. Другой метод подтяжки лица, который считается чуть более эффективным, чем смаз, и мы его здесь практикуем постоянно, это Deep Plane Face Lift. Это уровень под смаз. То есть это тоже натяжение мышц, но оно является чуть более эффективным и помогает вам вернуть не 5, не 10, а зачастую 15 и 20 лет назад. И результат от данной операции держится очень долго. По факту, внешне, после операции, разницы между смаз и Deep Plane Face Lift непрофессионала особо незаметны. Единственное, что реабилитация после подтяжки Deep Plane Face Lift происходит быстрее, отечность проходит также быстрее. Если мы говорим про надрезы и про швы, которые будут, они также практически не видны, но они очень зависят от особенностей пациентов. Основной шов при подтяжке нижней трети и средней трети лица находится возле уха. Точнее, он находится как бы внутри уже ушной раковины, и поэтому действительно он там не виден. Но если у пациента очень большое количество лишней кожи, то есть произошел большой птоз, особенно в верхней части лица, ну не верхней, в нашем случае в верхней части средней трети лица, тогда этот шов может идти чуть-чуть выше, до волосистой части головы, потому что нам важно не только подтянуть мышцу, но и убрать всю лишнюю кожу, чтобы натяжение на лице было одинаковым. Обычно швы при подтяжке лица очень хорошо заживают. Вот я вам так скажу, что как при ринопластике шов практически не виден на 2-3 месяц, то же самое и касается подтяжки лица. Если, конечно, нет усложняющих факторов, как курение, какие-то заболевания, то в целом действительно человек обычный не определит, что у вас была подтяжка лица. Это может сделать только доктор, пластический хирург, либо специалист в этой области, который очень пристально посмотрит на вас при хорошем освещении вблизи, и тогда у него могут закроиться подозрения о том, что у вас была подтяжка лица. Подтяжка шеи.
Подтяжка шеи очень часто сочетается с предыдущим видом подтяжки средней и нижней трети лица, потому что это зоны практически связаны, и вообще мышечный корсет, он как бы идет снизу вверх, поэтому это также все связано. При подтяжке шеи подтягивается платизма, и во многих случаях также убирается лишняя кожа. Где же находятся швы после подтяжки шеи? Они находятся полностью за ухом в волосистой части головы, поэтому их также не видно после операции. Важно понимать, что если вам показаны две эти операции, то есть у вас действительно произошел птоз средней и нижней трети лица, есть дряблость кожи на шее, есть иногда лишний жир, потому что при подтяжке шеи также проводится липосакция шеи, тогда вам нужно делать эти две операции вместе, потому что если, например, вы не захотите делать подтяжку шеи, а захотите только подтяжку лица, такие случаи у нас тоже бывают, тогда доктор затянет вам лицо, а шея и нижняя часть лица, угол челюсти, который не будет идеальным, да, потому что он не будет натянут, он будет выдавать ваш возраст и, скорее всего, будет выдавать то, что действительно у вас что-то с лицом было, что-то происходило. Либо бывает наоборот, когда пациенты говорят, я хочу подтянуть шею, но подтяжка лица меня не беспокоит, но доктор видит уже возрастные изменения и говорит, что надо делать одновременно. В таком случае при подтяжке шеи, но без подтяжки лица, могут быть, знаете, эффект так называемых бульдожьих щечек, когда шея очень натянута, красивая, лебединая, а нижняя часть лица провисает. Это тоже видно, это тоже неправильно, и поэтому, когда нужно совмещать эти операции, мы обязательно их делаем. Если пациент отказывается совмещать, но они ему показаны, мы не берем пациента на операцию, потому что нам важен идеальный результат. А сейчас самый современный и интересный и трендовый вид подтяжки лица, который делают не все специалисты во всем мире, всего лишь несколько специалистов в Турции, в том числе один из наших пластических хирургов, это подтяжка лица Temporal Facelift. Иногда ее могут путать с подтяжкой бровей, но это не так. При Temporal Facelift делаются надрезы в волосистой части головы, и таким образом весь мышечный слой подтягивается через эти надрезы. То есть, если у вас есть небольшой птоз средней трети лица, чуть-чуть верхней трети лица, если вам необходимо чуть-чуть приподнять брови, которые уже слегка упали, тогда эта операция показана именно вам, потому что швов реально не видно вообще, потому что они находятся в волосистой части головы, и она очень эффективна, потому что она натягивает полностью мышечный слой, начиная от этой области и подтягивая его вверх. Такая операция показана пациентам с несильным птозом. Обычно это пациентки до 45-48 лет, когда уже произошли возрастные изменения, уже эта часть лица чуть-чуть упала, но рано делать классическую подтяжку нижней трети лица и средней трети лица, нет необходимости удалять избыточную кожу. Вот этот вот метод как раз для вас, потому что происходит подтягивание с масс-слоя, и при этом это максимально естественно. Кстати, у нас в Global Medic такие операции набирают сейчас обороты, и действительно девочки делают себе такие операции. Что сказать, я сама раздумываю над такой операцией, потому что возраст у меня уже ближе к 40, практически 40 через год будет. У меня уже есть птоз в верхней части лица, есть вопрос с бровями, и как раз эта операция со швом здесь полностью решит мою проблему. Поэтому, если я в ближайший год сделаю, обязательно сниму видео по этому поводу. У нас сейчас есть отличная цена на подтяжку Temporal Facelift. Я очень рекомендую, если вы думаете о подтяжке лица, но боитесь вот этих вот швов за ухом, если у вас не такой серьезный случай еще, но это уже вас беспокоит, напишите нашему медицинскому координатору. Телефоны указаны на экране. Мы с удовольствием проконсультируем вас и поможем подобрать правильный план операции. И у нас действительно сейчас классные цены на эту подтяжку лица. Также при подтяжках лица зачастую делаются какие-то дополнительные операции, которые помогают пациентам решить их проблемы. Очень часто мы вместе с подтяжкой лица делаем блефаропластику верхнего века, когда есть птоз верхнего века, блефаропластику нижнего века, когда есть, например, грыжи, либо вы видите усталость очень сильную, отечность в этой области. Зачастую эта операция также решает в комплексе эти проблемы. Также мы делаем подтяжки бровей, что совсем отличается от Temporal Facelift, но эта операция показана тем пациентам, у кого идет опущение брови, и ее зачастую совмещают вместе с блефаропластикой верхнего века.
века. Одна из операций, которая показана немногим пациентам, но она дает очень классный эффект, это лип-лифт или подтяжка губы, когда уменьшается расстояние между верхней губой и носом, и таким образом верхняя губа чуть-чуть меняет форму, становится более приподнятой, более объемной, и таким образом пациенты иногда, в принципе, больше никогда не колят себе гиалуронку в губы. Но она показана не всем, и иногда есть риск, что шов в этом месте слегка может быть виден. Поэтому такая щепетильная операция, но мы всегда об этом предупреждаем наших пациентов. Очень люблю я операции ментопластики, когда устанавливают имплант в подбородок. Эти операции волшебные, потому что они действительно помогают изменить форму лица, особенно в профиль, когда у пациентов такой более впалый подбородок. Это действительно очень влияет на внешний вид и на восприятие вас людьми вокруг. Я думаю, что вы видели много различных рилсов в Инстаграме на тему, если бы звезды голливудские имели другие подбородки. Ну вот они, и это действительно показательная история о том, как подбородок меняет внешность. Часто, кстати, мужчины делают подобные операции. Вот один из наших примеров, я его просто обожаю. Но здесь еще была подтяжка бровей. И последнее, что часто делают вместе с подтяжкой лица, это липофилинг некоторых зон лица. Потому что с возрастом происходит атрофия подкожно-жирового слоя, и пациенты, начиная там, не знаю, с 25-27 лет, колят себе различные филлеры в лицо и так далее. Но проблема филлеров заключается в том, что чрезмерное их количество вызывает сильную одуловатость лица, неестественность, реально меняет ваши черты лица, и также филлер может мигрировать. Поэтому многие современные косметологи, в принципе, отказались от использования филлеров в другие зоны лица, кроме, например, губ. Поэтому в этом случае очень классно работает липофилинг лица, то есть ваш собственный жир, который вам закалывают в лицо. Он не мигрирует, и это ваш жир, и поэтому результат всегда максимально естественный и достаточно надежный и долговечный. Откуда берут жир? Ну, слушайте, у нас у девочек всегда есть места, где можно взять чуть-чуть жира с одной из зон частей тела. Также липофилинг полезен тем, что в нем содержатся стволовые клетки, которые очень хорошо влияют на качество кожи. Поэтому зачастую возрастным пациенткам доктора, пластические хирурги рекомендуют липофилинг не с точки зрения заполнения каких-то зон, а с точки зрения действительно улучшения качества кожи после пластической операции. И это правда работает. Ну все, я надеюсь, сегодня мне удалось рассказать эту достаточно сложную, объемную тему по пластическим операциям на лице. Я всегда говорю, что лучше спросить у пластического хирурга, не надо спрашивать у Гугла, поэтому мы всегда ждем вас на консультации. Во-первых, в Пластика Global Medic, где есть разные примеры работ по пластическим операциям. Также, кстати, у нас есть видео на этом канале пациентки, которая делала некоторые операции на лице. Очень рекомендую посмотреть, причем это происходило под местным наркозом. А если у вас остались вопросы, или вы хотите получить консультацию по подтяжке лица, или, возможно, по новому инновационному методу Temporal Facelift, я буду ждать вас по этому номеру и с удовольствием проконсультирую вас и запланируем вашу операцию. С вами была Таня Великородная, всегда рада быть с вами, всегда рада вещать для вас и рассказывать что-то новое и полезное о пластических операциях в Турции. Увидимся! Пока!